Весной 1942 года в оккупированный фашистами Таллин приезжает профессиональный разведчик Абвера Георг фон Шлоссер. Его задание – создать прямой канал связи для продвижения стратегической дезинформации в советскую ставку. Для выяснения задания Шлоссера в Таллин под видом немецкого офицера Пауля Кригера направляется советский разведчик Сергей Скорин. Чтобы форсировать выполнение своего задания, Скорин идет на вариант Омега, провоцирует свой арест. Арестовав Скорина, Шлоссер поселяет его в специально подготовленном для этой цели особняке, чтобы советская разведка не подозревала о провале Скорина. Скорин делает вид, что соглашается продолжать радиосвязь с Москвой, но передает условный сигнал о том, что находится под арестом. Однако Шлоссер, предвидя такой ход, использовал новый для того времени прием. Он не передал шифровку в эфир, а записал ее на магнитофон и вырезал из пленки условный сигнал. Учитывая сложность операции, из Москвы в Таллин направляется в помощь Скорину его друг-разведчик Петрухин. Передав через Скорина ряд правдивых и ценных сведений, закрепляющих доверие Москвы к источнику, Шлоссер в конце концов выполняет свое основное задание и передает дезинформацию стратегического значения о том, что Япония якобы собирается вступить в войну с Советским Союзом. Надеясь окончательно сломить Скорина, Шлоссер открывает ему свой прием. Дезинформация о Японии прошла без сигнала о работе под контролем. Немецкая пехота, прорвавшаяся вчера на окраину одного из заводов Сталинграда, нашими подразделениями выбита из этой позиции и отброшена. Мы передавали сводку Софинформбюро. Вступит или нет Япония в войну – вопрос первостепенной важности. Так что ошибиться в оценке сведений Сергея мы просто не имеем права. Ваше мнение, Николай Алексеевич? Чтобы правильно оценить полученную информацию, нам нужно понять истинное намерение Шлоссера. Если он действительно хочет с нами сотрудничать, информация правдива. Если же он ведет с нами двойную игру, значит, это дезинформация. Как установить истину? Надо поручить Сергею перепроверить информацию. Он обратится к Шлоссеру, другой возможности у него нет. Если Шлоссер подсунет ему нового человека, который подтвердит, что Япония хочет напасть на нас, значит, это дезинформация. Верно. 2 раза подобные сведения в руки разведчика так просто не попадают. Петр Иванович, японский отдел должен быть готовым к проведению важной дезинформационной акции в поддержку нашей операции в Таллине. Хорошо, Виктор Иванович. Свои соображения я доложу вам завтра. Если Шлоссер сотрудничает с нами честно, он не сможет дать дополнительных доказательств о правдивости сведений. С японскими делами он непосредственно не связан. К тому же находится он в Таллине, а не в Берлине. Сегодня в 18 выходит на связь Петрухин. Возможно, он сообщит какие-либо дополнительные сведения. Ну что ж, подождем. Докладывать пока не буду. Как капитан? Все так же пьет. Ох уж эти сильные личности. Он не сломался в гестапо, а когда его переиграли, он превратился в скотину. Почему молчат? Все будет хорошо. Тишина. Подъем!
живет моя отрада в высоком терему, а в Эх! Хорош. Запой продолжается. Господин барон. Мой костер в тумане светит. Пишите. Приму меры к выполнению задания. 28-го квадрате 2023 будет выброшена диверсионная группа. Источник прежний. Достоверность информации сомнений не вызывает. Конечно, мне известно. Да-да, готовится заброска одной из твоих групп. Ты имеешь в виду этого Ларина? Я совершенно с тобой согласен, многое знает, да. Так вот, как раз я хочу предложить тебе одного человека, который мог бы взять это дело на себя. Не возражаешь? Прекрасно. Прекрасно, Георг. Когда? Хорошо. Я подошлю его к вам. Благодарю за доверие. Благодарю, Георг. Хайль. До Москвы меньше 200 километров. Отправляй своих смертников. Приготовиться к прыжку! Пошел! Ларин! Пишите. Куприянов Василий Васильевич. Москва. Никитский бульвар, 12. Капитан Абера. Резидент с 1935 года. Сведения получены из того же источника. Сергей.
Выходите, Куприянов, приехали. Идите. Ну, проходите. Я все сказал, гражданин начальник. Хорошо. Увидите. Вера Ивановна, напечатайте срочно. Хорошо. Москва не реагирует на информацию по Японии. Надо ждать. Дайте подтверждение. Получив его, Москва поверит. Или заподозрит дезинформацию. Такие сведения дважды в руки разведчика не попадают. Что же вы предлагаете? Ждать, ждать, терпеливо ждать. Жаль, конечно. Да Берлин торопит. Что вы имеете в виду? Полковник Редлих. Придется все это передать Магелю. Вы шутите, фрегат-капитан? Рейдлих немец, полковник Рейха? Не надо трагедии, барон. Передадим в Москву, что Редлих арестован, предатель. Уверяю вас, это ничего не даст. Это скорее повредит. Соедините меня с штурмбанфюрером. Нет, в конце концов, я отвечаю за операцию. Ответите, барон, ответите, не торопитесь. Штурмбанфюрер, Целариус, сегодня я могу вам передать обещанную компенсацию. Жду. И все будут довольны. СД хлебом не корми, дай разоблачить штабиста. Должны же существовать какие-то правила. Господин майор, поживите с мое. И тогда поймете, что при выполнении приказа фюрера существует не правило, а единственное стремление убрать свою голову из-под топора. Подсунув чужую... Я сказал к черту! Кончен бал! Больше за ключ не сяду! Прекратите! Прекратите пьяную истерику! Вы в состоянии читать! Читайте! Передавайте, все будут довольны. Значит, с Редлихом разделались. Ложитесь спать, иначе завтра будет дрожать рука. Я же вам говорил, что дружба с Магелем. Капитана надо срочно привести в порядок. Устал. Возобнови прогулки. Он должен быть вне подозрений. Ну хорошо, хорошо. Я все сделаю. Все. Я тоже устал, Лота. Зигфрид выкупался в крови дракона и стал неуязвим. Если б не маленький листок, который прилип у него под лопаткой. Хаген предательски убил Зигфрида. Хримгильда велела убить Хагена. Убили Гюнтера, весь бургундский род. Предательство. Предательство и кровь. Почему мы так гордимся этой легендой? И даже выдаем ее за действительное прошлое. Зигфрид герой. Он победил злых карликов и дракона. Выкупался в крови дракона и возомнил, что стал неуязвим. А его предали и убили. Убили Хагена, убили Гюнтера.
Редлиха арестовали. Поздравляю, вы сорвали банк. По данным японского генштаба, 2 русские дивизии, готовившиеся к переброске на запад, оставлены на своих местах и усилены танковой бригадой. Ожидается прибытие свежих частей и 2 авиаполков. Адмирал в восторге. Он просит вас срочно в Берлин с докладом. Войдите. Господин майор. Я занят. Шифровка из Москвы. Благодарим за службу. Поздравляем награждением орденом Красного Знамени. Полковник. Теперь он без сомнения полковник. Вы тоже не обижены, штурмбанфюрер. От Советского информбюро. 19 ноября наши войска, расположенные на подступах Сталинграда, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось в 2 направлениях. С северо-запада и с юга от Сталинграда. Прорвав оборонительную линию противника протяжением 30 километров на северо-западе в районе Серафимович и на юге от Сталинграда протяжением 20 километров, наши войска за 3 дня напряженных боев, преодолевая сопротивление противника... Из штаб-квартиры фюрера 24 ноября. Главное командование вермахта сообщает. Юго-западнее Сталинграда и в излучине Дона Советы, используя большое количество военной техники и живой силы, прорвали линию фронта на Дону. Прорывы большевиков успешно ликвидируются. В тяжелых боях последних дней уничтожены сотни вражеских танков. Большевики несут огромные потери. Наши войска с беспримерным героизмом отражают ожесточенные атаки противника, бросающего в бой все новые и новые резервы. В 17 часов Вальтер сворачивает с улицы в эти ворота и спускается по лестнице. Место удобное, людей почти не бывает. Так что можно хоть завтра. Можно. Но не нужно. В записке сказано ликвидировать только по моему сигналу. Прогулка без трости. Значит, будем ждать. Сергею виднее, когда столкнуть Маггеля со Шлоссером.
Где вы все шляетесь? То шагу ступить нельзя, то не дождешься. Привести в порядок. Горячей воды. Комнату убрать. Завтракать буду в гостиной. Слушаюсь, господин капитан. Стой! Скажи, фрейлин, через час мы идем на прогулку. Есть. Я готов. Уже обходитесь без трости, капитан? Время лечит все. Вашего капитана сюда живо. Здравствуйте.
Зачем вы убили Вальтера, капитан? Вальтера? Убили? Простите, господин штурмбанфюрер. Нервы. Да. Неосторожно, капитан, неосторожно. Что мне с вами теперь делать? Повесить, расстрелять? Посадить в наше кресло? А? Барон, нет, тебя никто не защитит. У тебя есть связь. У тебя есть связь. Значит, все эти шифровочки и прочее, это все сплошное надувательство. Барон за такую работу получает награду в Берлине. Да. Кто убил Вальтера? Через кого ты дал команду? Ищите убийцу Вальтера в другом месте. Я изолирован. Общался лишь с Хониманом, сотрудником гестапо, вашим подчиненным. Шлоссер — человек коварный и беспринципный. Ох, если он начнет копать. Он вам напомнит, что вы упустили меня в июне. Упустили радистку. Он вам напомнит взрыв и гибель ваших людей. Хорошо. Я вас ждал, господин штурмбанфюрер. Я очень рад, что вы пришли. Рад. Я не верю этому Шлоссеру. Я его боюсь. Я выполнил задание, он ликвидирует меня. Господи, а кто ему верит? Аристократы всегда были предателями. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Заберите меня у Шлоссера. Я еще много могу. Спохватился. О чем ты раньше думал? Нет, теперь все не так просто. Придавите этого барона, а я вам найду убийц Вальтера. Я вам найду. Для подполья я все еще человек из центра. Да. А все-таки хорошая штука жизнь. Капитан, а? Ну ладно, что-нибудь придумаем. Доброе утро, отец. Доброе утро. Может быть, ты мне все-таки расскажешь, за что тебя так отметили, за какое сражение, сын мой? В наше время мы не стыдились говорить о своих победах. У меня был достойный противник, отец. О, да. Если выбросить отсюда из наших газет все эти лозунги и призывы, то легко понять, как приходится туго Паулюсу на Волге. Интересно, что говорят по этому поводу у вас в Берлине? Что, завтра победим?
каком возрасте вы женились, отец? Когда я родился, вам было около 40. Так хочется, чтобы ваши внуки были мудрее нас. Мудрее и счастливее. Неужели так плохо? Я повышен в звании. Крест мне приколол сам фюрер. Собственноручно. Руки у него, правда, трясутся. Черт возьми, я всегда говорил, что эти лавошники и дилетанты... Кстати, вам низко кланялся Франц Магель. Он потолстел, продвинулся по службе, но не поумнел, скорее. Наоборот. Господин фрегатный капитан, я получил сообщение и обязан был принять меры. Конечно, я должен был поставить в известность вас. Возможно, надо было согласовать этот вопрос с начальством, но я подумал, зачем мне докладывать в Берлин, что какая-то девчонка устраивает за вашей спиной заговоры. Ну, подождем барона и разберемся сами. Вы знаете, что в Берлине сейчас раскрыта группа шпионов и предателей? Фишбах – это, конечно, мелочь. Но раздувание этого дела может повредить вам и барону. Барон получил полковника и крест. Тем более. Люблю смелых людей. Господин фрегатный капитан, я понимаю, что барон будет взбешен, но я надеюсь, вы объясните ему, что соображения... Договорились, Магель. Первый удар я беру на себя. Благодарю вас. Я еду инспектировать наши школы. Позаботьтесь обо всем, лейтенант. Простите, господин фрегатный капитан, примерно на какой срок вы едете? На несколько дней. Точно не знаю. Это зависит от обстоятельств. Вы приехали, господин барон? Фрау у себя? Извините, господин полковник, ее нет дома. Она уехала, кажется.
Соедините меня с фрегатным капитаном. Шлоссер. Уехал. О, добрый день, господин барон. Поздравляю вас, вот вы и полковник. Надеюсь, перелет прошел благополучно. Благодарю вас. Нам надо поговорить. На днях прибывает курьер из центра. Но пароль мне не сообщили, значит, я знаю его в лицо. Я думаю, что это мой непосредственный начальник, разведчик опытный, умный и осторожный. Нам надо все предусмотреть, иначе провалюсь не только я, провалится вся ваша операция. Комментарии к Гальской войне. Интересуетесь историей. Сегодня отдыхаем, все дела завтра. Рад был вас видеть, капитан. Вы не знаете, где фройлен? Мы с ней давно не виделись. Поздравляю. Искренне рад. Мне еще можно звать тебя по имени или господин полковник? Теперь такая важная птица. Ты видел фюрера, Георг? Ну, как это понимать? Ты почему арестовал Лоту Фишбах? Девчонка была замешана в убийстве Вальтера. Она помогла русскому выследить его. Так вот оно что. Да. Ты сам не веришь этому, Франц. Немедленно освободи ее. Нет, не могу. Впрочем, услуга за услугу. Давай предложим Берлину, чтобы вся операция была передана службе безопасности. Ты выполнил свое задание, получил награду. Теперь русский более полезен для нас. Все зависит от тебя, Георг, ты понял меня?
Закрыто. Ну, закрыто, господа. По чашке кофе. Дадите? Прикажете остаться на улице, господин полковник? Да. Слушаюсь. Да. Капитан бывал в этом заведении? Нет, не бывало, господин полковник. Идеальные условия, словно все приготовлено заранее. Говорите. Экспромт, но довольно удачный. В особняке подслушивающее устройство. А вести вас за город или в церковь? Здесь, по-моему, лучше. Что вы хотели мне сообщить? Обещайте мне сначала думать, а потом действовать. Ваша дезинформация по Японии не прошла. Докажите. Я не знал о вашем приеме с магнитофоном, но на всякий случай использовал другой канал. Докажите, а не занимайтесь болтовней. Что желает господин барон? Костя, господин барон желает знать, что, где и когда я передал в центр. 13-го в пятницу ты купил 2 красные, 1 чайную розы. Я передал внимание, опасность. Это было до шифровки о Японии? Да, до нее. 20-го, тоже в пятницу, ты купил 3 красные розы. Я сразу передал, прошла дезинформация. Пока все? Пока все, спасибо, Костя. Вас устраивают мои доказательства? На Востоке была проведена инсценировка, а резервы были брошены к Волге. С этим вопросом все. За меня, если надо, мои товарищи пойдут на смерть. А кто умрет за вас, барон? Я прикажу отправить вас в Берлин гестапо. Потом посмотрю, кто и как будет умирать за вас, капитан. Сергей Николаевич, вам давно пора знать мое настоящее имя. Идемте договорим в другом месте. Вы думаете, я испугаюсь вашего Кёльнера? У дверей охрана. Предлагаете коллективное самоубийство? Я понимаю вашу игру. Проанализируем позицию. Вы нанесли мне сильный удар. Дезинформация не прошла. Сегодня я доложу об этом Берлин. Видимо, продолжу войну на фронте. Все? Дезинформация не прошла и только. Вы рассуждаете как дилетант. Вы, полковник Абвера Шлоссер, фактически сообщили Москве, что Япония не собирается вступать в войну. Вы сообщили информацию стратегического значения. Мы можем говорить спокойно. Давайте отмотаем нашу историю назад. В мае вы забрасываете Зверева и Ведерникова. Вы ждете меня. Я приезжаю. Наша первая встреча в казино, которую устраивает этот Хониман. Кстати, это он, а не кто другой, помог мне найти Вальтера. Итак, мы встретились. Я привлек ваше внимание и стремлюсь закрепить его. Держусь вызывающе спокойно. Рассуждая об уме русского народа, вы заинтересованы и приглашаете меня провести вечер. Однако я знаю, что если капитан Кригер не подогреет интерес к своей персоне, то потеряет связь с майором Абвера Шлоссером. Вы полагаете, я действительно не знаю, как немцы курят или платят деньги? Неужели вы думаете, что я случайно зашел с Лотой в кафе, где меня знают, и навел вас на конспиративную квартиру и рацию?
На что же вы рассчитывали? Мы? Мы не верили, что Георг фон Шлоссер предаст свои принципы и станет служить фашизму. Вы помните вашу справку, составленную в 1939 году в Москве? Мы верили в ваш ум. Если хотите, в вашу преданность Германии. Вы талантливый человек, барон. Талантливый. Ваш прием с магнитофоном задуман великолепно. Раскрыв его, вы хотели меня сломать. Вы думали, что вы меня сломали. Я запил? Нет, я подыгрывал вам. Я усыплял вашу бдительность. Разведчик должен уметь проигрывать. Это ваши слова, барон. Осмыслите ваше положение до конца. Вы засветили бюро Целариуса и его школы. Санкции адмирала Канариса. А вы знаете, что подполье внедрило туда энное количество людей? У вашего шефа один выход. Уничтожить личный состав, включая туда преподавателей, сменить дислокацию. Пустячок, верно? Резидент Куприянов. Он сдал 2 агентов. Тоже пустячок. Вы передали информацию стратегического значения. Вы фиктивно дали согласие работать на советскую разведку. Но на самом деле вы уже оказали нам большую и неоценимую помощь. Хорошо. Оставим на время разведчика Шлоссера. А что за человек Георг фон Шлоссер? В трудное для Германии время он решил быть в строю. Канарис вызволил его из опалы. А ведь вы защищали не Германию. У фашизма свои правила, своя мораль. Неужели вы думали, что кто-нибудь позволит вам не соблюдать их? Заигрывали с Магелем, Лоту втянули в грязную игру. Редлих, отец семейства, болтливый толстяк, доверчивый человек. Вы его повесили или расстреляли? Вы деградировали, барон. Вы загнали себя в тупик. Из любого тупика есть выход. Лота. Вспомните, где Лота. Если с вами что-нибудь случится, гестапо решат, что девушка слишком много знает, и ею займутся всерьез. Рассказать вам, как это делается. Вы втянули девушку в мужскую драку, в которой участвует Магель. Вы же знаете, вы знаете друга своего детства. Друга. Уезжайте. Уехать. Уезжайте. Забирайте девушку, отдайте меня Магелю и уезжайте. Это надо согласовать с Целариусом. Он согласится. Как вам удалось уговорить Магеля? Я обещал ему продать подполье. И он поверил? Поверил. Для Магеля предательство естественно. Чтобы забрать меня, ему нужно было нейтрализовать вас. Меняйте меня на Лоту и уезжайте. Зачем вам это надо? Мне пора домой. Мое исчезновение и провал операции полностью лягут на Магеля. А вы останетесь чистым и в стороне. Понимаю. Через некоторое время ко мне явится человек, передаст привет от вас, Сергей Николаевич, и, угрожая разоблачением, заставит работать на Москву. Никогда Георг фон Шлоссер не будет агентом Кремля. Никогда. Мы можем вас заставить, но мы не будем. Вам не понять. Ну почему же? Вы благородно застрелитесь? Сначала вас. Потом себя. Потом гестапо, Лоту.
Ваш отец умрет сам. За все это мясник Магель получит крест. И все равно. Не забывайте, где Лота. Ваш долг спасти девушку. Затем решайте. А фашизм уничтожат и без вашей помощи. Костя, срочно в центр. Надеюсь, господин барон запомнит наше скромное заведение. От капитана надо избавиться. Боюсь, он сорвется. Тогда натворит бог знает чего. Капитан натворит? Так ли это в самом деле? Давайте говорить прямо. Вы же сами говорили, что нужно вовремя убрать свою голову из-под топора. И подсунуть чужую. Головы Магеля мне не жалко. Но не мне вам объяснять, как выглядит теперь наша операция после контрнаступления русских. В случае неприятных последствий пострадаю не я один. Дадим потрудиться Магелю? Передать капитана и окончание операции СД. Действительно. Будем считать, что Абвер сделал свое дело. Наш милый штурмбанфюрер так рвется в бой. Ну что же, я доложу адмиралу. Надеюсь, он будет с нами согласен. Отчет. Оперативные мероприятия по выводу старшего лейтенанта Скорина из операции «Омега». Сергею послал сообщение, что к нему выехал ответственный представитель центра. Встреча обусловлена и предполагается в 90 километрах от Таллина. Пароль в шифровке не указан, так как Сергей знает этого человека лично. Гестапо должно принять меры к захвату представителя центра и будет вынуждена вывести на встречу из Таллина самого Скорина. Августу дано задание перехватить машину и освободить Скорина. Далее. Выход Скорина из операции, безусловно, приведет к специальному расследованию, которое может скомпрометировать Шлоссера. Чтобы этого не произошло, Сергей добился, чтобы его передали из Абвера в гестапо. Шлоссер из Таллина уезжает. Таким образом, за побег советского разведчика и последующий провал операции будет нести ответственность штурмбанфюрер Магель. Далее.
грузовик. Чемоданы в легковую. Такое ощущение, что в уши вбили тугие пробки. А в мозг вогнали крик, стон и человеческие вопли. Никогда не думал, что люди, особенно немцы, способны превращаться в таких зверей. Господин штурмбанфюрер не разрешает курить в машине. Вы мне, наконец, скажете, где встреча с курьером? Скоро увидите. Документы. Вылезай. Ну? Что ты делаешь, болван? Стой. Не с места. Партизаны! Партизаны устроили засаду. И было не меньше 20 с автоматами. А что с русским? Убит. Очередью в упор. Ой, я не понимаю, как я остался жив. Взгляните на мою машину. А курьер? Какой там курьер? Успокойтесь. Успокойтесь, штурмбанфюрер. Курьер. Собственно, а что произошло? Вы живы? Сколько вы потеряли людей? Ай. Понятно. Русский убит? Мертв. Прекрасно. Ну, не встретили связняка. Бывает. От русского мы должны были избавиться. Его убили свои. Превосходно. Вы прекрасно выполнили свою задачу, Магель. Ой. Вы рисковали жизнью. Я подам рапорт в Берлин. Штурмбанфюрер.
Останови-ка. В течение 30 декабря наши войска южнее Сталинграда продолжали успешно развивать наступление и заняли районные центры Ремонтное и Троицкое, населенные пункты Погожка, Терновая, Ивановка, Сиротский, Трудников, Фомин, Чернышов, Валуевка, Улан-Эрге, Ленинский и станция Семичная. В районе Среднего Дона и на Центральном фронте наши войска продолжают вести наступательные бои. Разрешите, Николай Алексеевич? Почему без доклада? А Вера Ивановна сказала, что можно. Капитан государственной безопасности Скорин по вашему приказанию явился. Вольно. А я думал, он рапорт пишет. С аэродрома? Да. Храпит, как сводный духовой оркестр. Распустил я вас. Что рассказал Костя? Говорит барон, вне подозрений, а Магеля на фронт. Туда? Сюда давайте. Сушек, извини меня, нет. Ну уж ладно, Николай Алексеевич. В Таллине лучше питался? Да. Каждый день черную икру ел. Врешь. Неделю как вернулся и ни разу не похвастался. Врешь. Ты лучше скажи мне, как это Магель своими глазами видел, как тебя застрелили? У страха глаза великие, Николай Алексеевич. Ребят стреляли поверх головы. Разрешите? Нет, не разрешаю. Немцы папиросы не курят. Что ж, дома одни привычки, а в гостях другие. Так что ли? Не. Как ты думаешь, барон будет с нами работать? Георг фон Шлоссер сложный человек. А ты простой. Понимаешь? Шлоссер – это только начало. Что вы хотите этим сказать? Ждет, говорю. Где он этот день? И на каком календаре? Как пламя он олеет? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Я через все смогу пройти. Я все преодолею, лишь бы наступил он, этот самый долгожданный заревой. Победный день, где он этот день? Я до него готов ползти сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне б дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного. Одного хочу, больше ничего.
заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре, как пламя он олеет? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день? Я через все смогу пройти, я все преодолею, лишь бы наступил он, этот самый долгожданный заревой. Победный день.